Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Йоу, с вами снова Proxy Drive на YouTube каналчике Proxy TV. И сегодня у меня в гостях легендарный, прям можно сказать, надежда России на драм-н-бейс сцене Эней. Леха Эней. Привет. Здрасте. Ну чё, как дела-то, Леха? Да вообще нормально, все отлично. Чилишь? Супер, чилю, да, в Москве. Чё, как тебе Москва? Так чё, я здесь жил 2 года. Ну, 2 года это, конечно, не срок, но... Ну да, ну ничего нового, да? Да ничего, ничего нового, чё, все ёблами светят. Что? Светят лицами своими люди. На Патриках особенно. Понял. Да не, у меня даже сегодня бэкграунд такой был. Я был там на месте, где я жил 2 года, вот эти как раз. Я там был на этой улице, и я такой, типа, прям ностальгию словил что-то. Значит, Леха у нас, как я сказал выше, представитель драм-н-бейс сцены и надежды России. Почему? Потому что когда вроде самолеты все начали летать, я видел, что Леха один, наверное, не один из многих, а вообще один из России, который куда-то поехал поиграть за границу. Ты имеешь в виду недавно вот это? Да, вот Новая Зеландия была, да. Я просто что-то, может быть, я просто плохо слежу, да, но ты поехал в Новую Зеландию. Слушай, как тебе там вообще? Да, вообще-то нормально, я так-то там уже был раз 6, наверное, просто как бы в этот раз очередной тур был, ну, то есть, типа, обычный плановый тур, по сути, просто вот так вот он попал в пандемию. Там, кстати, на самом деле улучшилась вся ситуация с вечеринками. Вот из-за того, что у них как бы ковида нет, у них типа 0 кейсов, и поэтому очень много разных вечеринок, и причем все, большинство вечеринок это драм-н-бейс. Я не знаю, почему так получается, как бы очень любят драм-н-бейс. Ну, Новая Зеландия это страна драм-н-бейса, да. Ну, как бы она, видимо, теперь вторая после UK. Потому что вот все рейвы перебазировались туда, все UK-артисты ездят туда играть. Собственно, короче, я могу сказать, на самом деле, почему так происходит. Потому что Новая Зеландия маленькая страна. Так. Допустим, когда я ездил там 5 лет назад туда, да, то есть там было вот одно количество вечеринок, да, одно количество людей. И сейчас рейверы-то подросли. То есть тем, кому было там раньше там 13 лет, да? Да. Сейчас им уже там 18 лет. Соответственно, они уже ходят на тусы. Ну и самый разгульный возраст такой, да? Да. Как бы их стало много больше, этих людей, этой молодежи. Вот, и, соответственно, вечеринки просто проводятся каждые выходные, там, чуть ли не, да даже каждый, там, не знаю, четверг, пятница, суббота, воскресенье, то есть, вот так вот. И всех артистов туда везут, из UK, там, из Европы, еще откуда-то. И все люди ходят. И причем билеты вообще не дешевые. Сколько? Ну, то есть, допустим, вот у нас на нашей гиге были билеты типа $80. Фига себе. Вот. Ну, новозеландских, да? Ну да, новозеландских, да. Но все равно это 50 рублей за доллар, короче. Да. Вот. И, допустим, на NDC, на Hybrid Minds билеты стоили по 190 долларов. Фига себе. Вот. Красава. Ну, могут себе позволить. Ну, походу, да. Вот. Да. Людей там мало. Как бы, да. И я не знаю, я думал, что им там, чемодан денег распылили или что, как бы вообще, типа над страной. Почему так происходит? Наверное, из-за того, что просто много стало молодежи, которая подросла, и они все ходят. А старые это тоже ходят, как бы. Вот. И, соответственно, количество рейверов увеличилось там в геометрической прогрессии. Ты как-то готовился вот к выступлению в Новой Зеландии? Типа это было время после пандемии, да? И мне кажется, у каждого из нас, из продюсеров, из диджеев посещали какие-то мысли, а что играть, да? Ну, на самом деле, как? Я же еще 2 недели перед тем, как начать играть, сидел на карантине там в отеле. А, да? Да, то есть я как бы прилетел в страну, и меня, там чуть ли не под конвоем увели в отель, в изоляционный. Там всех так уводят. То есть те, кто прилетают в страну, там неважно, там артист или просто там человек, там просто там резидент страны или еще кто-то, ты обязан отсидеть 2 недели карантина в отеле специально, где тебе там кормят, тебе там... А на улицу можно выйти? Можно выйти в маленький дворик, где ты можешь просто погулять, там покурить полчаса в день. И пока я сидел 2 недели, я там написал немножечко треков, но у меня там была проблема, то что у меня ноутбук, сломался. То есть там на 2-й или на 3-й день карантина у меня зарядка сгорела, Вот, и у меня, грубо говоря, 2 недели не было ноута, но вот за эти 3 дня я там успел написать пару треков, и вот как раз эти треки я играл там
туре. То есть я там просто решил сделать такой типа трек, который будет как бы интро для моего вот этого тура, короче. И вот я его сделал, и я, кстати, сегодня его тоже с него тоже буду начинать. Я всегда думал, что у нас очень классная толпа, как это сказать, крауд, да? Ну, да. Типа в России, и в частности в Москве и в Питере относительно драм-н-бейса. Как ты считаешь, где сейчас вот это вот русская толпа, что ли, по отношению вот с Новой Зеландией или там с UK? Слушай, на самом деле, мне кажется, на драм-н-бейсе все так же и осталось, как бы такой вайб довольно-таки энергичный. То есть люди любят музыку, любят драм-н-бейс, они приходят, тусят там. Но мне кажется, в других-то жанрах тоже все заебись как бы. То есть вот, например, я тут недавно ходил в Питере на Orchid Club, да, ну ты же там был в Москве тоже, да? Да, в Москве был, да. Вот, а я в Питере ходил, короче. И я вообще охуел, ну это пиздец. Да. Что это, блядь? Это панк. Это просто разъем, да. Это панк. Вот, это круто, это как бы... Ну, просто я-то думал, что там на техно, знаешь, там немножко другой вайб, типа все такие стоят, короче, тусуются, типа, и все нормально. А тут прям вообще жестко. Ну, тут немного как бы, ну, такой как бы уникальный момент больше. Да, уникальный, да. Ну, да, так... то есть это не массово. Да, но мне вот это нравится. На самом деле это как бы немножко сродни драм-н-бейсу, потому что в драм-н-бейсе же тоже, типа, вот это вот месиво происходит, ну, иногда, да, там не всегда, но, типа, если какой-то прям... Ну, да. Какая-то жесть происходит, то народ тоже тусит нормально. Ладно, а само звучание, вот, драм-н-бейса? Ты имеешь в виду в России или... Ну, вообще в мире, наверное, да. В мире там по-разному просто, мне кажется, идет разделение небольшое, как бы, вот по жанрам даже. То есть, допустим, UK это одна движуха, Европа, я не знаю, как сейчас, но вот до пандемии в Европе больше там был такой, типа, нейрофанк всякий, вот такое, то есть, более технологичное звучание, там, то есть, это какая-то Австрия, там, Германия, там, Голландия, да, вот это все. Мне кажется, Россия туда же входит. Россия, да, Россия, да, Чехия, там, допустим, вот это все, как бы, вот, а UK это отдельная тема, как бы, вот, но все равно UK это тренды, как бы, из UK все равно эти тренды, они потом идут, там, в разные страны, и, мне кажется, и в Россию, и в Европу тоже, вот, то есть, все равно, короче, UK остается таким, типа... Capital. Да, как бы основополагающим таким. Я же даже жил там, ну, я же получил себе резидентство в UK. А, да? Да, вот, короче, я там жил до пандемии. Просто когда пандемия началась, я понял, что там ловить нечего, потому что там начался локдаун, и как бы вечеринок не стало, и, собственно, я обратно уехал в Россию, чтобы просто, ну, тупо деньги сэкономить. Слушай, а не находишь, что в UK, ну, как-то в Англии, не знаю, я не был на драмбейсовых вечеринках там, а в Шотландии в какой-то, ну, типа, а вот на драмбейсовых вечеринках в Лондоне был, ну, или в каких-то таких Ноттингемах. Я видел, как там народ пляшет, ну, что-то они не сильно педалят. Знаешь, вот... Слушай, так а там нет этой культуры, как бы, там больше просто, типа, именно не педаливало вот это, короче, педаливало, а именно просто, то есть, ну, типа, не знаю, просто прыгать там, не знаю, просто что-то руками махать. Ну, да. Такой больше движ, как бы. Вот именно вот это педалить, это вот в Чехии, там, в Австрии, в Германии, это вот там вот. Да, кстати, хотел сказать, чтобы поставили сейчас на паузу видос, подписались на канал, поставили лайки, нашли все ссылки на Инея, на меня и так далее под видео. Это помогает поднимать видео куда-то там, какие-то топы там и все такое, чтобы видео это больше посмотрело. И какая публика тебе больше нравится, чтобы перед ней выступать? Ну вот, где ты чувствуешь больше энергетику, что ли? Ну, в плане энергетики, наверное, вот мне нравится UK, у нас в России тоже очень круто отрываются. Ну, всегда, на самом деле, было это. Я всегда любил там выступать, особенно на больших каких-то мероприятиях, типа World of Drum Bass, там, или Пиратки, или еще чего-то. То есть люди, видно, что люди, они соскучились там, да, по этой музыке, они прям вот идут целенаправленно и там тусят, как бы отрываются. Ну, я говорю, я сейчас не могу сказать, что где-то вот прям вот там, типа, приходишь, играешь, и там все стоят. Ну, и вот такого нет уже, на самом деле. То есть люди, на самом деле, уже давно научились отрываться, короче. Понял. Я не знаю, был момент такой, как бы, когда там, не знаю, может, лет 10-8 назад, там, когда я играл какой-нибудь в Бельгии вот почему-то всегда люди очень странно себя вели, они просто стояли, типа.
Что ты думаешь про русский рынок драм-н-бейс? Он вообще существует? Или вообще электронная музыка? Просто если мы говорим, допустим, об артистах, там, да, вот у нас в России много драм-н-бейс артистов, да, там, и они все хорошие, то есть все качественные. Там, То есть это прям много, ты считаешь? Ну, вполне, да, то есть раньше было меньше. То есть сейчас много людей пишет драм-н-бейс и пишет его хорошо. Из них как бы очень мало там выступает, допустим, там, да, из них там очень мало ездит на гастроли, как бы. Почему? Вот не знаю. Музон плохой? Нет, музон хороший, как я уже сказал. Но просто, видимо, нету какого-то вот этого промоушена или еще чего-то. Может быть, нет просто культуры? Ну а что? И как раз это связано и с рынком? Ну, типа, рынка нет? Или Ну, есть? ты имеешь в виду, что типа никто не делает деньги на драм-н-бейсе? Ну, никто просто не занимается этим массивно. Ну так, да, чтобы, возможно, да. так, чтобы маленький какой-то драм-бейс диджей имел возможность куда-то поехать. Ну, типа. Да, возможно, но понимаешь, что массивно заниматься тоже как бы не совсем может помочь. У нас же есть большие рейвы, да, ну, Да. Профит там, Кирилл, да, занимается массивно этим. Да. Но вот при этом, как бы, ну да, у него играют там, даже, допустим, нейропанки, да, играют российские там музыканты, да. Но они же дальше этого никуда не идут. Как бы вот они играют в плане... нету больше каких-то других вечеринок, где они играют. Вот они играют только на нейропанке и все. То есть, допустим, Может, да? они делают, потому что нейропанк, нет? Ну, а какая разница? Ну, они же делают музыку, которая там нравится людям. Кому-то же она нравится, правильно? Им она многим нравится. Вот. Но нету как бы другого какого-то направления, то есть куда они могут пойти, там, допустим, какой-то еще рейв, где они могут поиграть, да, там, или еще там какой-то еще там третий. Давно говорил, что вот у нас была такая проблема в России, сейчас, мне кажется, она уже как бы уходит, то, что у нас всегда была какая-то конкуренция, короче, между артистами, там, между промоутерами, и мне кажется, вот это вот все как бы губит. То есть, допустим, когда вот один промоутер есть, да, и есть второй промоутер, и вот они начинают как-то там друг с другом там, да, цапаться там, что, типа, вот у меня сегодня вечеринка, а я сегодня тоже сделаю вечеринку, чтобы, типа, к тебе меньше людей пришло. Или, допустим, там артистов там друг у друга. Ну, короче, такая история. В Европе, в Англии такого нет. То есть там все вроде как занимаются одним делом, да, ну да, естественно, есть какая-то политика там. Ну, там, наверное, конкуренция такая здоровая, да? Да, здоровая конкуренция. То есть, может, кто-то может там что-то сказать про кого-то, но это как бы не выльется ни в какое-то там... то есть это не будет каким-то деструктивом, короче. Вот. В итоге все делают одно дело, все делают это по-разному, как бы, и все друг друга уважают. То есть никто не говорит, что типа вот Hospital говно, типа, а Critical круто. Типа, и вот, типа, вот есть только такое мнение. Мне кажется, у нас в крови какая-то монополизация, короче, есть вот всего. Типа, знаешь, вот если ты что-то сделал, ты должен это монополизировать, чтобы никто больше вокруг этого не делал, короче. Вот только вот ты делаешь и все, типа, вот. А что иной значит? Да ничего не значит. Хотел давно спросить. Да, у меня все спрашивают, как бы. Просто, как бы, когда я еще начинал там только писать музыку давно, еще там в 2003 году, занимались граффити, типа тегали там. Ага. Вот, и у меня был тег типа NA, типа 2 буквы. NA, короче. NA, not Да. available. Да, вот. И когда у меня был первый релиз, там был сайт такой Roll the Beats, может он сейчас есть, не знаю. Ну, короче, это типа как Discogs, только там, где вся информация о всех релизах. Типа. На этом сайте была информация про мой релиз, я там что-то начал смотреть, и там было типа NA, и как бы ссылка написано на него. Нет, типа NA. Я ссылку нажал, короче, и там типа not available. Я такой, так, что такое, ну да, я тогда ничего не понимал. Я такой, типа, not available, недоступен. Я такой, блин, что-то, короче, хрень какая-то, типа, ну, давайте-ка, значит, по-другому, блядь, будем делать. Короче, и такой, так, думал, сидел, короче, и додумал до того, что, типа, NA звучит как NA. Ну, типа, NA. А если это написать как просто, как ты слышишь, короче. Понял, вот. Прикольно. А почему Drum and Bass? Слушай, ну тоже такой момент, как бы... Просто мне в руки попало в определенный момент, там давно еще тоже, там, в 2000-х, там, в начале 2000-х годов, какая-то кассета или две даже кассеты, там, типа, два сборника или два микса. Короче, там был такой, типа, джампап а-ля Aphrodite. А потом мне попал как-то в руки попал секвенсор, ну, Fruity Loops. И я как бы совместил вот эти две вещи в своей голове. Типа, что можно вот это вот делать здесь, короче. Ну, сначала не это, а потом я сначала думал, типа, ну вот какой-то хип-хоп, там что-то делал, там какие-то биты, там какие-то там непонятные просто звуки делал. Вот, а потом я понял, что можно, короче, вот это делать. Вот, потом до меня дошло, как можно, типа, крутить фильтры. То есть есть база, там рис, да, и его можно, типа, зафильтрить, чтобы он такой был. И все, у меня тогда вообще
голову снесло, короче. Тут я понял, что можно делать драм-н-бейс. Ты ничего другого не пишешь, только драм-н-бейс? Не, я много чего делаю. То есть я же еще на стоках там, на аудиостоках музыку делаю. То есть ты гостишь, гост-продакшн? Не гост, а делаешь? это как бы скорее для реклам, там всякий вот этот продакшн. То есть я там все делаю. Я там и там, грубо говоря, и рок, там и джаз, и все что угодно, короче. Играть умеешь? Играть я умею на всем понемножку. То есть у тебя есть образование? Ну да, у меня есть образование по гитаре музыкальное. Но оно на самом деле мне ничего не дало, как бы толком. То есть я в итоге начал играть на барабанах там, в панк-группе. После того, как вышел из музыкалки, короче. Ну, в принципе, что? Из гитары можно получать басы, да? Ну, да, а да. с барабанов у тебя получаешь драмы, Ну, да? да, Ну да, так да. вот, и тут получился драм-н-бейс. Да. Да, по большому счету. А какой у тебя топ вообще гиг какой-нибудь есть, на котором было что-то творилось невообразимое? У меня было несколько раз, короче. У меня есть пару веселых историй. Одна веселая история — это то, что я, короче, заснул в аэропорту прямо у гейта и проебал самолет. Вот, как бы. Потом купил себе самолет за 500 евро. Типа такой же, короче, только чуть попозже. Вторая история — это то, что это менее веселая история, короче. Я в Канаде застрял в маленьком городе, в котором вообще, типа, нету ничего. Просто это просто как деревня какая-то. Там где-то посреди там каких-то холмов, короче. Я застрял там, потому что там начались пожары лесные. Вот, а у них же постоянно там летом, типа, там 40 градусов, короче. Лес горит постоянно, вот это вот. Короче, и вся округа просто в дыму, самолеты не летают, то есть вызывают там военных, там авиацию, пожарных, все, короче, тушат этот пожар. И я там застрял на 5 дней. И так как это был форс-мажор, ну, типа, природные там катаклизмы, никто ничего не оплачивал, естественно. Мне пришлось там за свой отель платить. Ну, погулял, да? Ну да, как бы. И причем, когда я в этом городе тусовался, вот в этом отеле, мне приходилось каждый день ездить в аэропорт, чтобы узнавать, можно ли, типа, сегодня улететь, потому что там такой аэропорт, просто сарай, где там вообще ничего нет, короче. Вот мне приходилось туда ездить, короче, и каждый раз мне говорили нет, типа, я возвращался обратно, каждый раз платил, а отель там стоил, типа, 100 баксов в сутки, короче. Вот. И в этом городе было просто все в дыму, как в Silent Hill, короче. То есть я ходил вот так вот, просто запах вот этой гари, короче, не видно просто вот так вот на расстоянии вытянутой руки ничего. Вообще жесть. Вот. И в итоге на 5-й день я приезжаю в этот аэропорт, они говорят, да, сегодня вы, типа, можете улететь. Вот, типа, ваши посадочные, короче. Я смотрю, мне дают 5 посадочных, типа, там просто с 5 пересадками, короче. Я в Москву летел, у меня там сначала, типа, в Ванкувер, потом там в Торонто, потом еще куда-то, что так вот полетал, что-то там, потом во Франкфурт, короче, и потом уже в Москву. То есть я летел еще там, типа, часов 50, короче, туда-обратно. Ну, причем фестиваль был, который я играл нормальный, такой огромный фестиваль большой в лесах, вот в этих как раз. Но они его, типа, свернули, когда начались пожары, они его быстренько свернули, потому что там все люди сгорели нахрен. Твои ссылки будут все внизу на твои сурсы, типа Spotify, там, Apple Music и так далее. Все можно будет послушать. И к сведению, как бы NA считается у нас вот в кругах продюсерских очень технически подкованным человеком, который делает очень технически сложные все вот эти резы, там, ну, в общем, музыкальные такие штучки. И вот я уверен, что много людей среди зрителей хотели бы услышать от тебя какое-то напутствие. Как сделать музон крутым? Или вообще, что пожелаешь сказать вот начинающим артистам? Как сделать музон крутым? Очень легко, подписывайтесь на мой Patreon. Скажи про Patreon. Patreon, да, подписывайтесь на мой Patreon, patreon.com/NA. Все. Ты же там выкладываешь уроки, да? Я там не только уроки, у меня там очень много, кстати, крутого контента. Я выкладываю в месяц, сэмпл пак, трек, разбор этого трека, проект этого трека. Потом я выкладываю, типа, трек с нуля, другой трек, то есть просто какой-то там трек. Короче, потом я выкладываю еще туториалы, типа, конкретно про какие-то там задачи, допустим, там, типа, как сделать там пэды, да, или там, как сделать там, не знаю, барабаны, да. Ну, все, короче, все подробно. Вот. И, собственно, еще я делюсь фидбэками на музыку, которую мне присылают. Там. Вот. То есть там много разных уровней, там 6 уровней, каждому, в общем-то, человеку разные уровни там подойдут. Вот. Соответственно, если вам интересно, да, как бы подписывайтесь. Собственно, там от 5 до $40 в месяц можно разный контент получать, короче. Классно. Недорого, кстати, ребят, недорого, реально. Потому что я знаю другие образовательные каналы,
на которых все значительно дороже. Вот, и я как бы на самом деле вот хочу сказать то, что я считаю, что на моем патреоне довольно-таки уникальная вещь. Это вот как раз создание трека с нуля, потому что этот процесс, он как бы всеобъемлющий, то есть он все в себе может заключать, то есть, да, допустим, там и синтез, то есть я же там просто трек с нуля пишу, по сути, да. Да, ну сейчас и структура. Да, там можно увидеть и синтез, и все, как бы, ну. В чем ты пожелал вот молодым начинающим музыкантам, которые хотят писать драм н бейс не хуже твоего? Да я на самом деле всегда желаю одного и того же. Главное, короче, делать уникальный саунд. То есть главное, чтобы не было саунд ни на кого похож. То есть если вы, допустим, услышали какого-то музыканта, да, и вот типа вот у него круто звучит, вот не надо делать так же, потому что он уже есть, вот он уже существует, как бы. Вы можете, допустим, взять как-то и вот эти идеи как-то по-своему их там, да, обработать, то есть как-то изменить. И тогда уже саунд будет ваш, а не его. Вот. И вот я всегда желаю как бы, там, новичкам или там, кто уже что-то пишет, ну, допустим, качественно, но вот не хватает там какого-то продвижения в плане, что ну, люди типа не очень там воспринимают, да, музыку. Вот я говорю, что надо задуматься о том, насколько уникальный твой саунд. Соответственно, если человек может сказать, типа, о, это вот там Вася, да, то есть вот, значит, ты все, ты добился того, что ты создал свой уникальный саунд. Да, а если типа да, если тебе скажут, типа, вот это Вася, но он звучит как там Саша, короче, то надо задуматься. Крутое пожелание, да. В общем, оставайтесь собой и постарайтесь быть, ну да, сами собой, уникальными, и тогда, наверное, все попрет, да. Ну да. И также подписываемся вообще, не скромничаем на Patreon Enea, чтобы научиться уже технической стороне этого всего. С вами были Enea и Proxy. Вы смотрели Proxy Drives на Proxy TV. В общем, подписываемся на канал, ставим лайки или дизлайки, нажимаем колокольчик, да, или хотите не нажимайте вообще, похеру. И увидимся в следующем выпуске. Peace. Бам. Ну что, крутяк? Крутяк, что? Да. Да, нормально.